Всем привет! Вы на канале Деломастера Боится. В этом видео я покажу, как слить воду из каркасного бассейна полностью и быстро. У меня каркасный бассейн фирмы Bestway Steel Pro Max высотой 1,2 метра и диаметром 4,4 метра. И вот вода постояла около месяца и стала мутной, зеленой. Химию добавлял, но все равно вода уже не такая, как была раньше. Поэтому я принял решение ее заменить. В этот бассейн вмещается около 15 кубических метров воды. Поэтому сливать и наливать ее нужно долго, около суток. У меня есть песочный фильтр, тоже фирмы Bestway, хороший, мощный. Я о нем рассказывал в прошлом видео. А сейчас мы будем заниматься сливом воды через вот эту пробочку. Нижнее сливное отверстие имеет такую защитную пробку из пластмассы, а также сам клапан стоит внутри и предотвращает самопроизвольный слив воды. Переходники на это отверстие продаются редко, они очень сейчас в дефиците, поэтому мы обойдемся подсобными инструментами. Для слива воды я сделаю небольшой переходник из такой алюминиевой трубки для пылесоса. Для начала с помощью углошлифовальной машины и круга по металлу я отрежу небольшой кусочек этой трубы, сантиметров 10. Затем слегка подровняю края, чтобы не было острых краев. После этого снимем всасывающий патрубок с бассейна, а вместо него поставим заглушку или кусок старой трубы. После этого на всасывающий патрубок оденем этот переходничок, обжав хомутом. И вставляем всасывающий патрубок насоса в это отверстие клапан слива. Если будет немножечко негерметично, подмотайте сюда изолентой, и тогда соединение будет очень плотное. Плотно оставляем за шланг до нажатия клапана. Вот такое получилось самодельное соединение для слива воды. Теперь включаем на насосе режим слива воды. Здесь такая стрелочка обычно идет. Вот таким образом. И соединяем сюда шланг для полива и включаем насос. Вот вода уже пошла довольно хорошим давлением. Вот вода пошла с хорошим напором на полив картофеля. Я последнюю неделю хлор в воду не бросал, поэтому она сейчас для растений не вредная. Другой вариант слива — это взять какой-нибудь груз, привязать его к всасывающему патрубку насоса и непосредственно выкачивать воду из бассейна насосом. Берите груз без всяких острых частей, чтобы не порвать дно бассейна. Теперь опускаем шланг на дно и привязываем веревочкой еще за борт, чтобы вдруг не поднялся шланг и не сгорел насос. И включаем насос на слив. Проверяем, что пошла вода.
Вот видно, что за 15 минут работы уровень воды стал ниже. И вода выкачивается без проблем. При выкачивании воды следите, чтобы не было проблем с подачей воды, потому что насос может от перегрева сгореть. Вот прошел один день, и вода слилась. Видно, что сейчас сливное отверстие находится выше уровня воды. И для того, чтобы откачать ее до конца, я воспользуюсь все тем же всасывающим патрубком насоса. Я просто опустил его на дно, привязал к нему утяжелитель, чтобы он не всплывал из свинца. И теперь по максимуму выкачаю воду, пока позволяет всасывающий шланг. А затем будем сливать все под ноль и мыть бассейн. После слива воды из бассейна я планирую еще поменять подставки. Деревянные подножки, которые я сделал, они оказались очень маленькими. Нужно делать больше, потому что земля и песок продавливаются и нарушается нормальная вертикаль и горизонталь бассейна. Я выпилил из дерева такие подставки длиной 40 сантиметров, шириной 15. Думаю, что таких хватит. Из толстого дерева толщиной 3 сантиметра. Вот уровень воды упал до 5 сантиметров. Всасывающий шланг насоса уже не справляется, подсасывает воздух, поэтому необходимо слить воду полностью. Я разберу одну часть каркаса бассейна с той стороны, где мне выгодно, чтобы сливалась вода. И после этого начнем сливать воду и мыть бассейн. Имейте в виду, что при разборке бассейна необходимо отклеить эту часть бассейна, которая держится на каркасе, потому что она часто от солнца прилипает. Поэтому не спеша ее отдираем по периметру, чтобы она отклеилась. А иначе эти части не достаются. Сейчас отклеил, можно вынимать. После этого я возьму щетку для мойки машин и пистолет для воды и буду мыть бассейн. При мойке бассейна особое внимание уделяем вот этому шву, потому что под ним тоже очень много грязи, его так не видно, но грязь набивается. И в дальнейшем, если нальем новую воду, отсюда начнется новое течение воды. Поэтому вымываем его щеткой также. На пистолете для воды включаем распыленную плоскую струю и смываем всю грязь с дна бассейна наружу.
вот вода слита, и можно приступить к сборке каркаса бассейна. И после сборки каркаса бассейна можно начинать заливать воду. Вот прошли одни сутки, и вода в бассейн почти набралась. Она чистая, но еще требует добавления химии. Вот такая вода набралась в бассейн. Она питьевая, но имеет зеленоватый оттенок, и на дне небольшой осадок ржавчины. Я поставил уже скиммер для сбора верхнего мусора и пенки. А насос необходимо промыть, сделать обратную промывку, затем обычную промывку для выравнивания слоя песка и включим его на фильтрацию в этом режиме. Сначала включаем обратную промывку вот на это место, и сейчас должна пойти грязная вода из песка. Включаем обратную промывку примерно на 3 минуты. Видно, что вода идет зеленоватая, и фильтр промывается песочный. Вот прошло 3 минуты, выключаем насос и переводим эту головку на режим выравнивания слоя песка. Это капелька. И опять включаем насос на 1 минуту. Вот видно, что вода уже идет чистая. Через минуту можно будет переводить насос в режим обычной фильтрации. И вот выравнивание песчаного слоя произошло, и можно выключать насос и переводить его в режим обычной фильтрации бассейна. И опять включаем насос. Вот теперь система фильтрации работает. Скиммер собирает грязь, которая сверху, а песочный фильтр фильтрует мелкодисперсную грязь. Теперь вечером мы добавим сюда химию, и на утро можно будет купаться детям. Вы были на канале Дело мастера боится, смотрели видео о том, как слить воду из каркасного бассейна. Пишите свои замечания, комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока!